Привет, друзья! Сегодняшний выпуск событий снова показывает, как быстро все меняется в Германии. День начался с заметного заявления в Берлине. Из социал-демократической партии СДПГ выходит Мехмет Кёнинг, один из самых заметных представителей столичной организации. Также стали известны новые данные, которые привлекли внимание многих. В стране зафиксирован, внимание, заметный рост числа людей без жилья. Как сообщается, больше миллиона человек без постоянного жилья, и что вызывает внимание специалистов, среди них тысячи несовершеннолетних. Эта ситуация, по мнению экспертов, требует более активного участия со стороны властей. И это еще не все. В Германии продолжается дискуссия вокруг предложенной пенсионной реформы канцлера Фридриха Мерца. Он настаивает на принятии всего пакета, внимания, до конца года. А зеленые дают понять, что поддерживать предложение Мерца не планируют. Есть и более обнадеживающая новость. В 2026 году значительная часть домохозяйств увидит снижение счетов за свет и газ. Поставщики объявили о новых тарифах, и экономия для семей может быть заметной. Изменения коснутся и системы социальной помощи. В рамках обсуждаемой реформы Бюргергельд для украинских беженцев, приехавших после 1 апреля 2025 года, планируется перевести на другие, более низкие выплаты, но окончательное решение ждут позднее. И еще за пределами Германии также происходят события, которые стали заметными. В Кении обнаружено, внимание, крупное месторождение золота. Оно считается одним из самых больших за последние десятилетия. А в Великобритании обсуждают одну из наиболее строгих реформ политики убежища последних лет, которая может полностью изменить правила для просителей защиты. Про все эти события последнего часа я расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Берлине один из известных членов социал-демократической партии Германии СДПГ Мехмет Кёнинг объявил о выходе из партии. Он работал в руководстве столичной организации, занимался вопросом равноправия и долгое время был заметной фигурой внутри СДПГ. Причина его ухода состоит в выраженном несогласии с тем, как партия СДПГ ведет политику в сфере миграции. По его словам, руководство социал-демократической партии Германии двигается в сторону жесткой линии и все меньше поддерживает людей, которые выступают за более открытый подход. Кёнинг также отвечает, что партия, по его мнению, недостаточно активно реагирует на рост популярности среди правых сил и не формирует позицию достаточно ясно. Он заявил, что решение далось ему непросто, но он больше не видит в партии тех ценностей, ради которых когда-то вступал в нее. Напомню, Кёнинг приехал в Германию еще ребенком, как беженец из Боснии, и подчеркнул, что вопросы миграции и поддержки приезжающих для него – это личная тема. Сейчас он рассматривает возможность перейти к политической силе, позиция которой ему ближе. Следующая новость – одна из наиболее значимых и привлекает внимание в Германии. Сегодня в Германии опубликованы новые данные о бездомности. По подсчетам специалистов, в 2024 году в стране оказалось больше внимания 1 миллиона человек без постоянного жилья. Точнее, более 1 29 000 людей. Из них примерно 56 тысяч живут прямо на улице и не имеют никакого укрытия. Среди всех бездомных около 264 тысяч – это дети и подростки младше 18 лет. Также сообщается, что около 80% людей без жилья не имеют немецкого гражданства. По сравнению с предыдущим годом общая цифра выросла на 11%, а число людей, которые действительно ночуют на улице, увеличилось на 4%. Среди причин указывают долги по аренде, трудности в семьях, разрывы отношений и вынужденные переезды. Эксперты считают, что такие цифры относятся к категории критических и требуют оперативного внимания властей и расширения доступного жилья. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии развивается активная дискуссия вокруг пенсионной реформы. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что правительственное пакетное законоположение по пенсиям нужно принять до конца года, в том числе запуск так называемой активной пенсии с 1 января 2026 года. При этом фракция «Зеленых» в Бундестаге объявила, что не намерена голосовать за этот пенсионный законопроект. Они критикуют предложенные меры как недостаточные, особенно в вопросе будущего пенсионного уровня и тонких реформ в сторону более справедливой системы. Мерц ясно дал понять, что не поддерживает идею перенести это голосование. Он подчеркнул, что если не будет принят весь пакет сейчас,
Действующие механизмы, например, активной пенсии, не смогут быть внедрены в срок. При этом он признает систему пенсионного обеспечения необходимо серьезно реформировать. Мерц говорит, что старение населения и растущие расходы на пенсию делают неизбежными пересмотр возрастного порога выхода на пенсию и других ключевых параметров системы. Но на этом новости дня не заканчиваются. Много немецких домохозяйств в 2026 году, внимание, почувствуют снижение расходов на электричество и газ. Основной причиной является то, что снизились закупочные цены для поставщиков. У некоторых региональных провайдеров базового снабжения уже анонсированы существенные скидки. По данным Verivox, 113 поставщиков электроэнергии объявили о снижении цен примерно на 9%. Для среднестатистической семьи с годовым потреблением в 4000 кВт-часов это экономия около 161 евро в год. В то же время некоторые газовые поставщики снижают цены примерно на 7%. От этого выиграют около 700 тысяч домохозяйств. По оценкам это означает экономию примерно 183 евро в год. Несмотря на общее снижение, не все столкнутся с этой выгодой. Изменения варьируются в зависимости от региона и вашего поставщика. Основной драйвер снижения – это государственные меры. В частности, государство выделяет 6,5 миллиардов евро в 2026 году, чтобы компенсировать сетевые расходы и снизить цену за пользование сетями. И на этом изменения не ограничиваются. В Германии в рамках реформы Бюргергельд, то есть социальной помощи, принято решение. Украинцы, приехавшие после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать Бюргергельд. Их переведут на выплаты по закону для соискателей убежища, то есть на другую категорию пособий. Согласно расчетам, переход затронет примерно 30-40 тысяч человек, и государство ожидает некоторой экономии. При этом указывается, если число получателей Бюргергельд сократится на 100 тысяч человек, правительство Фридриха Мерца может сэкономить около 850 миллионов евро в год. Кроме того, планируется исключить процедуру примирения, то есть это внешнее урегулирование споров между получателями и центрами занятости, ее просто отменят. Делаю здесь акцент, что нынешний законопроект еще не принят, окончательное решение ожидается в кабинете министров, возможно, не ранее декабря. А дальше еще интереснее, в Восточной Африке, в стране Кения, нашли крупнейшее за десятилетия месторождение золота. Геологи обнаружили огромнейшие запасы в районе города Какамега, недалеко от озера Виктория. По оценкам экспертов, стоимость золота достигает 5,29 миллиарда долларов США. Разработкой месторождения займется британская компания Shanta Gold, которая получила соответствующее разрешение. Там планируется построить большую подземную шахту площадью около 337 гектаров. Это может дать Кении тысячи рабочих мест и привлечь новые инвестиции. Местные власти считают, что такое открытие золота станет серьезным толчком для экономики всей страны, где доходы традиционно, напомню, зависят от сельского хозяйства и туризма. Специалисты отмечают, что такой крупный проект потребует тщательного контроля, чтобы уменьшить возможное воздействие на природу. И на завершение еще одна новость. В Великобритании планируется одна из наиболее строгих за последние годы реформ политики убежища. Новые правила предлагают сделать статус беженца временным, то есть вместо нынешних 5 лет его срок снизят до 30 месяцев. Поддержка со стороны государства, это жилье и выплаты, станет не автоматической, а выборочной. Ее будут давать не всем просителям убежища. Кроме того, путь к постоянному проживанию будет заметно длиннее. Теперь для получения долгосрочного вида на жительство придется ждать до 20 лет. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.